Если и вправду был когда-то такой народ, как монголы-татары, то почему одни его потомки сейчас исповедуют буддизм, а другие ислам? Может быть, его разделила именно разность религий? Первоначально татарами называлось одно из монгольских племен. Согласно монгольским преданиям, Чингисхан вырезал всех мужчин этого племени. Случайно уцелели лишь немногие. Однако почему-то это племя стало известным на Руси и на Западе. Пришедших монгольских завоевателей чаще всего называли татарами. В дальнейшем это название распространилось на многие тюркские народы, жившие в пределах Монгольской империи. Предки этих народностей были, как правило, завоеваны монголами Чингисхана, а после в качестве вассалов сами принимали участие в его походах. Население западной части Монгольской империи было по преимуществу тюркским. Считается, что относительно немногочисленные монголы быстро растворились в массе тюркского населения. Иначе складывалась ситуация в восточной части монгольской державы. Здесь монголы больше столетия правили Китаем. Но в конце XIV века они утратили там власть. На оставшейся территории монголы остались преобладающим этносом. Религиозная обстановка в разных частях распавшейся империи определялась этими этническими процессами. На территории Золотой Орды ислам получил широкое распространение задолго до прихода монгольских завоевателей. На земле нынешнего Татарстана, а также соседних регионов Среднего Поволжья, с VII века обосновались представители ветви тюркского народа булгар. Не позже IX века здесь образовалось государство Волжская Булгария, просуществовавшее до монгольского завоевания в 1236 году. В 922 году правители Волжской Булгарии решили принять ислам. С тех самых пор он и стал религией предков современных казанских татар и башкир. Волжские булгары были оседлыми земледельцами. В массу же кочевого населения степей ислам проникал медленно. В книге «Государство и народы евразийских степей» Сергей Клешторный утверждает, Кипчакская степь до монгольских завоеваний оставалась вне пределов мусульманского мира. Еще в начале XIII века мусульманский владетель Средней Азии Хорезм-Шах Мухаммед воевал с немусульманскими кипчаками на Сырдаре и в Тургайских степях. С объединением обширных территорий в Золотую Орду возникли условия для распространения ислама. Выбор ислама в качестве государственной религии правителями Золотой Орды был сделан, очевидно потому, что в двух старинных центрах цивилизации на ее территории, в Волжской Булгарии и Хорезме, давно придерживались данного вероисповедания. Но этот выбор был сделан далеко не сразу. Первым ханом Улуса-Джучи, принявшим ислам, был Берке. Но он не вводил ислам в качестве государственной религии. Об этом свидетельствует тот факт, что при нем в 1261 году в его столице Сарае была учреждена епархия Русской Православной Церкви. Решительный шаг к установлению ислама в Золотой Орде сделал только хан Узбек. Но еще долго после него Золотая Орда оставалась многоконфессиональным государством. Ханы проводили терпимую политику по отношению к разным религиозным общинам. С государственностью Золотой Орды связано принятие мусульманства народами, сохранившими до наших дней наименование татары, крымскими, астраханскими, сибирскими татарами. Предки казанских татар, как было сказано выше, исповедовали ислам еще с X века. Смена названия этноса булгар на татар не повлияла на веру. Распространение буддизма среди народов монгольской группы, предков халха-монголов, бурятов, айратов, калмыков и так далее, началось во время правления сына и преемника Чингисхана Угеде. Он интересовался буддизмом и пригласил к себе для наставничества известного на Тибете Кунгу Гьялцена. Внук Чингисхана Хубилай в молодости тоже увлекся буддизмом. Первым его наставником в вере стал китайский буддийский монах Любень-Джун. Впоследствии, когда Хубилай завоевал Китай, Любень-Джун стал одним из главных советников Хубилая. Когда Хубилай в 1260 году был избран великим ханом монголов, он уже был буддистом. В 1271 году Хубилай завершил завоевание Китая, провозгласил начало новой китайской династии Юань и сделал буддизм государственной религией своей империи. Правда, другие конфессии не преследовались. Влияние буддизма на правящую прослойку монголов во второй половине XIII века распространялось за пределы Центральной Азии. Так буддистом был Хулагу хан, родной брат Хубилая, основатель монгольского государства в завоеванном Иране.
Среди преемников Хулагу-хана имелись и мусульмане и христиане, но больше всего было буддистов. Только начиная с 7-го Ильхана Газан-хана верой правящей верхушки Ирана окончательно стала религия большинства подвластного народа ислам шиитского толка. В 1368 году власть монголов над Китаем была упразднена. Воздействие буддизма на монголов снизилось. Его возрождение в Монголии началось только в последней четверти XVI века. Оно было сопряжено с деятельностью буддийских проповедников школы Гейлук. Тогда же приняли буддизм практически и другие народы монгольской группы. С миграцией на запад в XVII веке одного из них, калмыков, связано распространение буддизма до низовьев Волги. Вместе с монгольскими народами к последователям буддизма присоединились также живущие рядом тувинцы. Примечательно, что потомки монголоязычного племени татар, того самого, что было подвергнуто геноциду Чингисханом, сохранившие свое название до нашего времени, также исповедуют буддизм, как и остальные монголы. Таким образом, высказывание, что все татары традиционно мусульмане, неверно. Есть татары-буддисты. Правда в том, что они не тюрки.